Есть люди, которые могут в один момент прекратить общение со всеми окружающими. Причем это происходит внезапно. И выглядит так, что это не выбор человека, что он решил, что я не хочу общаться. Это выглядит, как будто сработала какая-то защита, как вот пакетники вылетели. Человек в какой-то момент что-то у него щелкнуло, и он больше не общается. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же устроены эти механизмы, когда человек перестает общаться с другими людьми. Иногда понятно, почему человек перестал общаться, иногда это связано с каким-то ранее перенесенным травматичным опытом этого человека, который влияет на его психику и на его, как следствие, поведение. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый механизм, почему человек резко обрывает отношения, это называется «меня ранят, я исчезаю». Это связано с тем, что ребенок в детстве мог часто переживать такой опыт, что когда вот ему говорят какие-то неприятные вещи, он не может ответить. Если его как-то обесценивают, он не может защититься. Это связано с тем, что дети в детстве часто слышат от родителей фразы типа «с дураками не водись, лучше промолчи, лучше отойди», потому что нужно быть таким, каким-то воспитанным, вежливым. Если тебе говорят какие-то неприятные вещи, ты не отвечай, лучше просто от этого человека уйди. Такая форма поведения переносится во взрослую жизнь, и когда человек в отношениях сталкивается с тем, что ему что-то неприятно, у него возникает возмущение в ответ на поведение другого человека, он не может это возмущение выразить в какой-то здоровой форме, и он привычно просто уходит из этих отношений. Он разрушает одни отношения, другие отношения, поскольку в принципе каких-то возможных отношений у человека в жизни не бесконечное количество, в какой-то момент может оказаться так, что человек вообще ни с кем не общается. Потому что все те люди, с которыми раньше у него была возможность выстроить отношения, в какой-то момент хотя бы раз вызвали у него возмущение, на которое он отреагировал так привычно, как в детстве зафиксировалось. Просто ушел из отношений. Второй механизм, почему люди могут резко пропадать, механизм называется накопление и взрыв. Это ситуация, когда человек накапливает эмоции, которые возникают в отношениях у него, не может их как-то отреагировать, не может сказать что-то, потому что у него с детства стоит такой блок на проявление негативных эмоций. Девочкам с детства говорят, что девочка должна быть вежливая, девочка должна быть какая-нибудь опрятненькая такая, говорить только приятные вещи, быть такой суперсоциальной. Мальчикам говорят, что мальчик не должен плакать, не должен показывать свою какую-то слабость, говорить, что ему что-то не нравится. В результате такие мальчики и девочки, которые в детстве получили достаточно много запретов на проявление определенных эмоций, вырастают в женщин и мужчин, которые в отношениях терпят, а потом взрываются. И этот взрыв может быть направлен как вовне на собеседника. Это ситуация, когда человек тебе что-то сказал, а ты ему ответил и за сегодня, и за то, что он тебе вчера сказал, и за позавчера, и припомнил тот год, и еще и за всех остальных тоже ему все высказал. А бывает, что если все-таки родители постарались, натаскали ребенка достаточно сильно, чтобы он много удерживал, и для человека важно не терять свое лицо и удерживать маску такого порядочного члена общества, то да, получается, он взрывается внутрь. Он просто в какой-то момент просто гасит для себя возможность этих отношений. Просто пропадает. Извне это может выглядеть так. Человеку все нравилось, все было хорошо, потом бац, куда-то он пропал. А в чем дело? А ты не узнаешь, в чем дело, оно все в нем осталось. Все его негодование, недовольство он унес с собой. Третий механизм, почему люди внезапно прерывают отношения, называется или идеально, или никак, таким если простым языком. Грубо говоря, это защита, идеализация, обесценивание. Мы тут сразу же вспоминаем нарциссизм. Это ситуация, когда ребенок в детстве часто получал любовь, одобрение и принятие за какие-то результаты. Соответственно, ему нужно было всегда быть либо идеальным, если это не идеально, значит недостаточно хорошо, нужно идти на второй заход, опять что-то стараться, лучше сделать уроки, лучше сделать уборку, еще чего-то. Когда такой ребенок вырастает во взрослого человека, он идет в любые отношения с идеей, что в этих отношениях все должно быть либо как-то идеально хорошо, либо иной вариант неприемлем. И с такой хрупкостью в поисках идеального человек находится в отношениях, и тут вдруг друг что-то не то сказал, партнер не понял, и все. И общаться с ними больше нечего, потому что они не идеальны. Все, что не идеально, все сразу обесценивается. Так работает эта защита. Четвертый механизм, почему люди внезапно пропадают из отношений, называется близость равно опасность. Это ситуация, когда у человека в опыте близость связана с опасностью. Вы наверняка знаете таких людей, которые, очень хорошо умеют защищать свои границы. Не надо со мной так токсично разговаривать. Со мной нельзя разговаривать таким тоном. То есть, когда человек чувствует к себе какое-то неуважительное или уж тем более враждебное отношение, он очень хорошо умеет ставить, отгонять от себя, ставить на дистанцию. Но когда к нему кто-то приближается с симпатией, с каким-то искренним интересом, ему непонятно, как на это реагировать. Он в этой близости чувствует опасность. Почему так может происходить? Предположим, будучи ребенком, такой человек в какой-то момент был какой-то у него друг,
который потом его предал. Ну, так вот бывает у детей, что-то поменялось, вот он его предал. То есть была там близость, которая ассоциировалась с болью. Потом была, скажем, какая-то первая любовь, опять же там какая-то была измена или предательство. И вот близости, в принципе, в опыте было немного, но вся какая была такая значимая. И везде все закончилось какими-то переживаниями и страданиями. В результате такой ребенок вырастает во взрослого, для которого близость любая равно опасность. И когда любые отношения из такого формального формата начинают переходить в что-то такое более личное, человек просто пропадает. Он не особо вообще понимает, что с ним происходит, просто он не выносит этого вот сближения и просто исчезает. Пятый механизм, почему люди внезапно разрушают отношения, ну, условно назовем его гиперконтроль. Это ситуация, когда ребенок рос в ситуации такой нестабильности, скажем, нестабильные родители, там, скажем, отец алкоголик или мать, которая там с одним встречается, мужчина с другим, постоянно заставляет у бабушки, или нормальные родители, все хорошо, но обстановка такая была какая-то нестабильная, какие-то обстоятельства были. Такие обстоятельства обычно приводят к повышенному уровню тревоги, а повышенный уровень тревоги хорошо компенсируется вот этим гиперконтролем. Я стараюсь все контролировать, у меня все должно быть под контролем. Соответственно, такой ребенок вырастает во взрослого, который привык все контролировать, и во многих сферах, например, там, в работе, не знаю, где-нибудь в организации, это такое положительное качество, но вот в отношениях такому человеку очень сложно смириться с тем, что у другого есть иное мнение, что другой вообще какой-то может быть разный в какие-то моменты, что у него могут быть какие-то иные планы, там, чем у тебя, например, на сегодняшний вечер или вообще на всю жизнь. Все эти вещи человек не выносит, потому что как только его гиперконтроль не работает, когда он понимает, что я не могу контролировать другого человека рядом с собой, нам нужно как-то вместе договариваться. Он, естественно, лишается своего единственного инструмента, как справляться с тревогой, попадает в такой очень высокий уровень тревоги, который не всегда осознает, и из отношений выходит. Шестой механизм, почему люди внезапно разрывают отношения, это, назовем его так, лучше я уйду первым, чем отвергнут меня. У всех людей есть такая физиологическая травма отвержения. Вот когда ребенок в первый раз, знаете, вот его отлучают от мамы, там, в детский садик, там, к бабушке, куда угодно, то поскольку ребенок обычно же в этом возрасте еще маленький, у него абстрактно-логическое мышление не работает, и для него его как будто бы от мамы отнимают навсегда. У ребенка всегда тогда, где-то минут 5 длится. На эти 5 минут его точно уже отнимают. Ребенок тяжело это переживает. И у нас у всех есть, мы все это когда-то переживали, у нас остался такой эмоциональный, шрам, такая вот какая-то травма. Поэтому часто бывает людям тяжело прощаться, тяжело расставаться с вещами, тяжело завершать какие-то процессы. Это нормально. Но у некоторых людей эта травма произошла таким образом, что вот этот страх отвержения, он зафиксировался. И есть люди, которые в принципе не переносят даже мысли о том, что какие-то отношения могут закончиться. Например, пара встречается, и женщина очень спокойно говорит мужчине в какой-то момент, что слушай, я вот заметила, последние месяцы у нас как-то немножко вроде как охладели отношения, может как-то огня какого-то добавить. И потом мужчина пропадает. Что случилось, непонятно. А мужчина просто ее эти разговоры о том, что что-то там охладело, воспринял как возможное то, что она его когда-то оставит, что она вроде собирается уйти от него, и побыстрее решил сам уйти из этих отношений, чтобы не переживать это отвержение. Он себе придумал какой-то надуманный повод, в который сам поверил, потому что это психологическая защита. И все, он куда-то исчез. То есть с точки зрения женщины произошло что-то вообще непонятное, необъяснимое. Просто я сказал о каких-то проблемах, он исчез. Почему? Потому что такой механизм включается. Есть люди, для которых какая-то помыслы о том, что мы вроде как немножко отдаляемся, что я перестаю быть каким-то важным, да самым важным для другого человека, означает, что нужно тут же все обесценить, разрушить и забыть. Просто чтобы больно не было. Бывают ситуации, когда человек полностью прекратил общение, но такое поведение, оно понятно. Предположим, двое встречались, один изменил, второй не хочет с ним больше общаться. Или какие-то другие такие ситуации. Но если вы столкнулись с тем, что человек прекратил полностью общаться, причем внезапно и без какой-то видимой причины, то есть вероятность, что сработала психологическая защита, человек просто не может общаться, не то, что он не хочет. Это не вполне его осознанное решение. Если в вашем окружении есть люди, которые внезапно перестали общаться, и вам непонятно, что с этим сделать, или, предположим, вы про себя знаете, что в какой-то момент вы с кем-то перестали общаться, обрубили все общение, а потом все думаете об этом, все к этому возвращаетесь, как будто бы
жалеете, думаете, что может быть можно было как-то изящнее поступить, не так грубо, то с этим можно поработать. Вы можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас такое есть в опыте, что вот какой-то человек резко прекратил общаться там, с вами или с какими-то другими людьми. Как вы это переживали? Вот, я буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если эта тема вам интересна и видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.